В этом уроке давайте поговорим с вами про коллекции. Мы их уже создавали и разберем немножко подробнее. Как их удобнее всего и правильнее всего использовать? В нашей коллекции называется курсы валют. Подразумевается, что мы с вами здесь тестируем API курсов валют. Это уберем. Где наша API курсов валют? Вот они, курс Exchange. Давайте сюда перенесем. Папку удалим, и она нам не понадобится. Вот наш запрос для проверки курсов валют. Этот сервис не очень, скажем так, хорош для тестирования, нам для наглядности, потому что у него мало вариантов использования. Единственный вариант использования, который у него есть, это параметр City. И мы можем сюда ввести какое-то значение, например, Минск, и отправить. Вариантов протестировать этот сервис, скажем так, немного. Мы могли бы этим запросом проверить несколько вещей. Во-первых, что нам возвращается ответ 200, что все хорошо. Мы могли бы проверить время ответа, могли бы проверить какие-то заголовки прям сразу, что они вернулись, и проверить, что в теле ответа к нам действительно приходят ответы для Минска. Причем в конкретно этом случае нам немножко сложно проверить это глазами, но я вам подскажу, как это сделать. Смотрите, у нас пришел массив информации, да, то есть это все массив. Этот массив состоит из вот таких вот объектов. Я свернул один, да, свернул второй, свернул третий, их здесь много таких объектов. Каждый этот объект содержит следующую информацию: определенный ключ и значение для него. То есть это курсы валют, там, для доллара, там, принимаем, продаем, да? Дальше, после перечисления этих курсов, мы видим время работы, тип улицы, саму улицу, ну, собственно, название, да, номер дома, город у нас передается в параметре name. И здесь мы с вами видим Минск. Как это проверить глазами? Берем лупу, вводим сюда name. Мы видим, что всего из названий name здесь 322, и он нам находит и name, и name type. Нам это не очень подходит. Давайте продлим. То есть всего параметров name во всем нашем ответе 161 штука. Нам нужно, чтобы name равный Минск был тоже 161 штука. Тогда мы даже руками с вами подтвердим, что все окей. Да, он и просто name нашел, и name равный Минск нашел 161. Если бы здесь какой-то попался не Минск, допустим, был бы Брест, то мы бы увидели тогда там, что найден не 161, а, например, 160, да? Мы бы поняли, что что-то пошло не так. Можно написать также вот здесь, в этой вкладке тест, который будет проверять это же автоматически уже без нашего участия. Но это уже будет тема другого урока. Пока что я о том, что, к сожалению, он не очень нам нагляден, мы с вами не напишем здесь много тестов, потому что покрыть этот сервис тестами можно там слишком быстро, слишком легко. Все, что нам нужно здесь сделать и по большому счету проверить, это в город подставить разные значения. Либо подставить просто несколько значений, проверить, что для них работает, либо все возможные вообще варианты городов. Сделать это тоже можно. Давайте для начала сделаем просто несколько запросов для разных городов. Создадим еще один запрос. Пускай пока. Так, давайте, наверное, не новый запрос, потому что нужно будет тогда переносить информацию, а сделаем дубликат просто 1 и дубликат 2. Переименуем его. И этот тоже переименуем. Пускай они у нас так называются. Здесь мы передаем город Минск. Здесь будем передавать. Так, почему-то у нас не перенеслись наши параметры. Наверное, я там забыл сохранить в тот раз. Пускай у нас здесь будет город Брест. Ну и здесь будет город какой? Витебск. Угу. Витебск. Окей. У нас есть 3 наших запроса. Мы можем отправить, точнее запустить их сразу все. Как это сделать? Нам нужно перейти на саму нашу коллекцию. Убрать лишнюю вкладку, чтобы она нам не мешала.
и нажать на кнопку Run. У нас открывается вот это вот, скажем так, окно запуска всех тестов. Здесь мы выбираем тесты, которые у нас пойдут в запуск. У нас их всего 3, но мы можем, например, взять только один из них. Или все 3. Хорошо. Дальше мы здесь с вами выбираем количество итераций, сколько раз мы будем прогонять эти тесты. Задержку между этими тестами. Сюда в Data добавляется файл. Используется это в тех случаях, когда мы используем переменные, да, и эти переменные подгружаем из файла. Тогда мы подгружаем сюда файлик с переменными и прогоняем коллекцию уже конкретно с этим файликом. Хорошо. Так, окей. Можем запустить эту коллекцию. Все, прошло как бы хорошо. У нас здесь с вами не написаны тесты, поэтому мы не увидели там конкретных результатов. Мы с вами не увидели в pace от ничего, в fail от ничего, так как мы не прописывали тесты, которые мы хотим увидеть. Да? То есть в вкладке тест не писали никакого скрипта. Но мы видим, что тесты прошли с кодом 200, за какое-то количество времени там был какой-то ответ. В принципе, все хорошо. Можно повторить наши запросы. И, в общем-то, все. Это все, что здесь есть, все, что нам здесь на самом деле понадобится или понадобилось бы. А вот работа с переменными — это уже тема следующего урока. Давайте переходить к нему. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация. Работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITONLOCKED можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. В этом уроке давайте с вами разберемся, как создавать коллекции в Postman, какие есть особенности и заодно, что такое Markdown. Я думаю, что если вы видели уже предыдущие уроки, то должны помнить, что коллекции у нас находятся здесь. Создать их можно несколькими способами, нажимая на Create a Collection здесь, новую коллекцию здесь, или через плюсик, который дает возможность создавать нам, в принципе, все что угодно. Давайте так и сделаем. Дальше у нас открывается окошко, в котором мы с вами создаем нашу коллекцию. Соответственно, здесь мы можем ввести с вами ее название. Дальше идет description. В description мы можем использовать с вами Markdown. Markdown вообще что это? Это такой упрощенный язык разметки. Я думаю, что многие слышали о HTML. Markdown — это такая облегченная версия, которая позволяет сделать язык, который мы вводим более, скажем так, то, что мы вводим более приятным на внешний вид, но в то же время он довольно простой в освоении. Я думаю, что я могу показать какие-то азы. Например, давайте так, это у нас будет title. Давайте вот так. Title. После тайтла у нас будет с вами, не знаю, description.
То есть название это по сути так h1, description это по идее h2, h3, но пускай у нас будет с вами h3. И дальше мы с вами можем написать о том, что, например, там, не знаю, давайте с вами немножко более приземленно, да, описание о том, что, не знаю, это API, окей, дальше description, поможет посчитать, не знаю, зарплату, почему-то мне захотелось так. И дальше речь идет, например, о вложенных списках. Например, не знаю, айтишникам. Программистам. Тестировщикам. Окей, create. Ну, собственно говоря, вот такой язык разметки. Это наш H1, это наш H4, и дальше у нас списки с вложенными списками. Как-то так. Я думаю, что если вам интересно пользоваться этим языком, он сейчас начинает встречаться все чаще и чаще, то вы можете отдельно поискать документацию. Вы, я думаю, разберетесь гораздо быстрее, если почитаете примеры, чем на моих уроках, да и они немножко не к этому относятся. Окей, давайте дальше. У нас есть вкладка Authorization, вкладка по выполнению скриптов перед непосредственно запуском коллекции, тесты и переменные. Немножко пройдемся по ним. Во-первых, вкладка авторизация. Мы с вами запускаем тесты с запуском коллекции, то есть мы на коллекцию нажимаем Run, и идут все тесты, которые находятся в этой коллекции. И если тесты подразумевают какую-то авторизацию, есть смысл поставить авторизацию сразу на всю коллекцию, а не на тесты. Тогда они будут выполняться заранее, мы можем выбрать любой способ фактически, и именно уже дальше, ну, просто не использовать это. Хорошо, дальше. Похожая ситуация с вкладкой Prerequest Scripts. Здесь мы можем выполнять какой-то скрипт перед каждым тестом, который будет внутри этой коллекции. Его очень удобно разместить именно здесь, а не в каждом скрипте, который в коллекции. Если у нас в коллекции будет, не знаю, 100 запросов, было бы очень муторно писать к каждому из них, например, одинаковый какой-то скрипт, который должен выполняться перед ним. Но если мы его пишем здесь, это мы сделаем только один раз. То же самое абсолютно с тестами, только то, что находится здесь, выполняется перед запросом, то, что находится здесь, выполняется после запроса. И вкладка «Переменные». Здесь мы для всей коллекции описываем переменные, которые будут использоваться для запросов. По поводу иерархии переменных мы будем разбирать в отдельном уроке. Ну, на этом уроке главное понимать, что есть такая вкладка, и что здесь мы можем задать переменные именно для всей коллекции. Собственно говоря, создается все это дело по нажатию на Create, и дальше коллекция создана. Мы видим ее название, мы можем пометить ее себе для избранных, соответственно, свернуть, развернуть, увидеть количество запросов, которые находятся в этой коллекции. Дальше мы можем открыть дополнительную вкладку. Здесь, я думаю, сильно рассказывать, наверное, будет излишним. Главное понимать, что кнопка Run, она здесь. Это наша будет основная впоследствии. Ну и дополнительные возможности по работе с коллекцией, ее дополнительные функции, да, то есть расшарить, переименовать, отредактировать и так далее. Я думаю, что это все, что нужно знать о создании коллекции и что в ней есть. Переходим к следующему уроку. В этом уроке давайте поговорим с вами про переменные. И сейчас у вас на экране иерархия переменных в Postman. Что это значит? Мы с вами, когда создаем запрос, у этого запроса мы можем создать его собственную переменную, и она будет локальная, работать конкретно для этого запроса. На уровень выше есть data-переменная. Это, как правило, файл, который мы с вами подключаем к коллекции. Я вам немножко раньше говорил об этом, но в этом уроке покажу. Дальше у нас идут переменные окружения нашего. Еще выше переменная коллекции, которая для всех запросов в коллекции. И еще выше глобальная переменная, по сути, переменная нашей рабочей области.
Давайте я закрою эту картинку. И перейдем к нашему постману. Окей. Чтобы потренироваться, я решил использовать API самого постмана. Вот он. И что мы здесь имеем, что у нас здесь есть? Это get запрос с вот таким вот урлом postmanecho.com/get. А дальше мы можем передать какой-нибудь параметр. Ну, например, параметр var, и в него передать какое-то значение. В нашем случае это переменная. Сейчас эту переменную мы устанавливаем на уровне самого запроса. Это ответ, который приходит, если мы передадим здесь значение 3. Давайте я удалю пока что вот это. Установлю здесь значение 3 и отправлю. Вот что мы увидим с вами в ответе. Это довольно гибкая API, то есть мы можем сюда, по сути, передать все, что мы хотим, чтобы это увидеть после в аргументах. И, соответственно, таким образом потренироваться. Хорошо. Какой у нас здесь интересный есть момент? У самого постмана есть внутренние некоторые функции, которые позволяют нам создавать случайные переменные. Ну, например, вот random int. Мы с вами получим случайное целое число от 1 до 1000. Таким образом, мы каждый раз будем получать новое значение внутри вот этой вот переменной. Давайте это сделаем. Отправили, получили 683, да? Отправили, получили 411. У постмана есть несколько таких функций. Чтобы их посмотреть, можно написать вот такие две фигурные скобки, ну и, в общем-то, их здесь пролистать. Их довольно много, но, откровенно говоря, я не помню, чтобы я ими прям когда-то пользовался. Поэтому сильно раскрывать эту тему тоже большого смысла не вижу, только для того, чтобы показать вам, что есть такая возможность. Теперь давайте немножко подробнее о том, как это работает. Мы можем с вами создать переменную на каком-то уровне. Чаще всего используются переменные на уровне окружения. Мы с вами создавали окружение уже, да, рассматривали их. Давайте создадим новое окружение для нас. Назовем его тестовое окружение и назовем как-то переменную, которую будем использовать. Давайте назовем ее test.id. Дальше мы с вами записываем значение для этой переменной, либо мы можем его, например, не записывать, а устанавливать через скрипт. Но скрипты мы с вами пока не проходили, поэтому давайте просто назначим какое-то значение и сохранить. Хорошо, это значение у нас теперь есть. Оно находится на уровне окружения, и мы можем использовать теперь эту переменную во всех коллекциях, в которых установлено конкретное окружение. Я изменил отображение экрана, чтобы мы с вами могли увидеть переключение окружения, да, то есть у нас сейчас установлено без окружения, и мы можем установить теперь тестовое, которое до этого использовали. Напомню, мы здесь создали переменную test.id и задали ей определенные значения. Теперь мы можем ее использовать. Пишем здесь test.id и отправляем. В результате мы видим ответ 123. Отлично, у нас получилось то, что мы хотели сделать. А теперь давайте создадим нашу переменную на уровне коллекции. Напишем здесь тоже тест ID. Напишем здесь 321. Сохраним. И снова отправим 123. То есть не 321, которые мы с вами сейчас отправили, а именно 123, которые были на уровне окружения. Почему так происходит? Давайте я еще раз открою вот эту штуку. Смотрите. Переменная на уровне окружения находится, скажем, ближе к центру, чем переменная уровня коллекции. И у этой переменной будет больше приоритет. То есть, если есть некий конфликт, да, они одинаковые, то будет браться та, которая ближе к центру. Соответственно, если есть в файле что-то, то будет браться отсюда. Если есть локальная, будет браться отсюда. Соответственно, наименьший приоритет у глобальной переменной уровня workspace. А теперь давайте изменим эту ситуацию и возьмем и эту переменную нашу на уровне окружения отключим. Вернемся к нашей коллекции. Должно быть 321 и погнали. Получили 321, то, чего и хотели. Да, то есть приоритеты обязательно нужно учитывать. Хорошо, мы с вами
посмотрели локальную переменную, которую вносим прям где-то здесь, да, прям прописываем. Хорошо, локальная переменная назначается еще следующим образом. У нас здесь есть две панельки, да, со скриптами, и локальную переменную мы можем с вами установить и здесь в том числе. Про глобальную говорил, тоже можем установить здесь. Про переменную окружение и переменную коллекцию показал. Теперь давайте создадим переменную для файла, да, который мы будем передавать через файл. Как это делается? Нам нужно создать файл, в который мы сделаем определенные записи. Я этот файл уже создал. Сейчас я его открою. Вот этот файл. Обращу внимание, файл в формате CSV. Это наиболее популярный формат файлов для работы с данными. Эти данные мало весят, ими удобно пользоваться. Сейчас в Postman допустимо использовать CSV и JSON, тоже как вариант. Но по привычке все-таки я использую CSV. Как это работает? Здесь вы с вами, по сути, можете смотреть на это как на экселевскую табличку. Первым мы создаем с вами саму переменную, записываем ее значение, а внизу под этой переменной мы пишем ее значение. В идеале записывается значение, потом должен быть какой-то разделитель. В CSV чаще всего используется запятая. Окей, нажимаем Enter, но так уж получилось, что мой компьютер распределяет это как Excel-ку и запятую съедает, но в нашем случае это не страшно. Двойка, тройка. У нас с вами будет три значения: 1, 2 и 3. Если, например, у вас несколько переменных, то по такому же принципу, как табличка, вы можете продолжать здесь после запятой, дальше написать вашу вторую переменную и под ней написать значения, которые будете использовать. То есть работает это именно таким образом. Окей, этот файлик я закрою. Так, сохранять ничего не надо, я ничего не менял, это у меня уже было создано. Теперь открываем коллекцию, нажимаем на Run. Здесь, обращу внимание, у нас сейчас стоит одна итерация для одного единственного нашего запроса. Добавляем сюда файл. Вот этот файл, который я создавал. И у нас сразу же автоматически посчиталось новое количество итераций. То есть для вот этого нашего одного запроса будет проведено 3 итерации, и на каждой итерации будет подставляться новое значение. Мы можем посмотреть превьюшку и видим то, что на первой итерации для переменной var_id будет значение 1, для второй 2, для третьей 3. Окей, можем это дело запустить и посмотреть. Сейчас есть небольшая недоработка у Postman, к сожалению. Они плохо показывают здесь отчет. Прям плохо, раньше было лучше. Во-первых, мы с вами здесь не видим результата адекватного, который был. Во-вторых, чтобы открыть, нам нужно вот прям вот сюда нажать, да, на эту циферку. Надеюсь, они поправят это в будущем. Здесь мы можем просмотреть информацию подробную по поводу запроса, но, к сожалению, опять же, есть несколько на данный момент недоработок у Postman, которые, надеюсь, они скоро исправят. Так, окей, судя по всему, мы с вами немножко косячнули, или я косячнул. Давайте посмотрим. В чем конкретно проблема? Test ID у нас переменная, а в моем файлике, судя по всему, var_id, да? Давайте еще раз я посмотрю. Превью, var_id, test ID. Да, нам нужно поменять переменную, которую мы используем. Вот здесь должно быть не test ID, а var_id. Либо в самом файлике нужно было изменить название, но я решил уже это сделать здесь. Сохраняю. Обращу внимание, у нас переменная горит красным цветом. Так происходит тогда, когда Postman не видит, что эта переменная, скажем так, существует, что для нее есть значение, то есть он не знает, откуда брать значение для этой переменной, она красного цвета. Но так как мы подключаем сюда значение через файл, это нормально, да, то есть это не страшно. Переходим к коллекции, Run, уберу, то есть 1 берем, видим 3. Превьюшка все подхватила, окей, и запускаем. Хорошо, прошли. Мы увидели здесь, что как бы подставился var_id, но не увидели значение, которое сюда подставилось. Вот мне это сейчас не нравится, то, что Postman так работает, раньше было как-то получше. Открываем request URL, да, то есть расшифровку, и видим, здесь var подставился единичка, все окей. Здесь
подставилась двоечка, все прекрасно. И здесь подставилась троечка, то есть из нашего файла подтянулись все значения, все прошло хорошо. Опять же, сейчас у Postman есть проблема, если я открою ответ, response body, то есть тот ответ, то тело, которое нам пришло в ответе, мы увидим вот такое сообщение, что оно слишком большое, то есть он нам не показывается, к сожалению. Хотя раньше, кстати, показывался. Я надеюсь, что они в ближайшее время это поправят, и мы здесь увидим прям полноценный ответ, который пришел, и не нужно будет догадываться, что все действительно прошло хорошо. Ну что, как, где, на каком уровне у нас работают переменные, какие у них приоритеты, мы разобрали. На самом деле это все, что относится к переменным, и дальше нам с вами нужно разобрать только сами скрипты, да, то есть как работать с скриптами и как нам в этих скриптах работать с переменными. Это будет тема следующего урока. А напоследок хочу сказать, что как вообще использовать переменные, что в них заносить. Первое, что я рекомендую вам заносить, это вот значение. То есть, например, postman.echo.com. С сервисом, с которым вы будете работать, вполне возможно, будет несколько вариантов. Ну, например, у вас будет тестовое окружение или, например, окружение разработчика. И здесь это будет выглядеть что-нибудь типа там develop.postman.echo.com, например, на стенде разработчика, а на стенде тестировщика, например, это будет выглядеть test.postman.echo.com. Ну и там уже в продакшене будет, не знаю, прям просто postman.echo.com. То есть вот эти вот вещи в идеале тоже просто отсюда забрать, оставить их здесь в виде переменной сервер, к примеру, и закинуть на уровень окружения. Да, давайте здесь на уровне тестового окружения создадим переменную. Обращу внимание, да, здесь мы можем с вами создать глобальную переменную и переменную для окружения. Так, не так. Где наш запрос? Я отсюда. Давайте верну для начала вот так. И здесь я эту информацию размещу. Окей. А вот здесь мы с вами оставим просто сервер. Видите, он оранжевым цветом, он знает, откуда брать информацию, и все хорошо. У вас URL будет выглядеть таким образом, но когда вы будете проводить тестирование на разных контурах, на разных окружениях, вы будете просто переключать это окружение, например, с тестового на другое какое-то, да, и здесь вам не нужно будет ничего переписывать. Это такой первый совет. Второй совет — это выносить вот эти вот endpoints тоже в переменную. Например, в переменную endpoint. Можно даже вот вместе с этой штукой. И тоже в окружении ее разместить. Прям вот так. Угу. У вас пока, может быть, запрос выглядит странно, да, в каком-то смысле, там, сервер, endpoint. Ну, во-первых, вы можете это прочитать. Во-вторых, вы можете это быстро переключить. Рекомендую это делать, потому что в зависимости от вашего окружения у вас может меняться и сервер, и endpoint. Это во-первых. А во-вторых, если здесь что-то будет меняться, вот, например, в сервере или в endpoint, в этом запросе, то вам нужно будет только изменить значение для переменной вашего окружения, а не в самом запросе. Сейчас у нас один запрос, и с этим удобно и легко работать. Но, например, у меня в работе там бывает 100, 200 запросов, 500 запросов. Если бы я это делал с каждым запросом, я бы чокнулся просто. А так как здесь просто прописана переменная, а значение для нее находится в окружении, то мне легко изменить только в одном месте. Что может измениться? Например, решили внести изменения, и теперь там будет не get, а, не знаю, ну, допустим, add get. Может быть так. Или, например, решили убрать вот эту палочку, да? Или, например, решили с этой стороны ее добавить. Всякое бывает. Гораздо лучше держать это именно в переменных. Следующее, что стоит держать в переменных, это непосредственно значения, которые вы сюда
заносите. Это довольно удобно, потому что их можно динамически подставлять при тестировании. Что касается ключей, вот прям ключи мне практически всегда не, ну, скажем так, объясню по-другому. Практически никогда я не менял ключи в своей работе. Может быть, это особенность моей практики, но вот именно ключи, это, наверное, было самое стабильное, что вообще у меня встречалось. Если есть у вас такое желание, то можете тоже оставить это в переменных. Но вполне возможно, вам где-то со временем станет просто сложно все это дело читать. Но редко меняются сами ключи. В общем, это просто рекомендации. Смотрите на практике, как у вас получается. Возможно, пока у вас 10-20 запросов, можно просто не выносить все это дело в переменные и прям писать. Когда вы видите, что расширяются ваши тесты, их количество, выносите какие-то вещи в переменные, иначе потом просто чокнетесь что-то исправлять. Окей, по переменным все, давайте переходить к скриптам. В этом уроке давайте с вами разберем все, что относится к переменным в Postman. Хочу сказать сразу, что в Postman переменные есть нескольких уровней. Ну, давайте, наверное, на примере. Возьмем наш любимый запрос. Окей, так, давайте его добавим к какой-то коллекции, которой у нас еще нету. Создадим, добавим, окей. Запрос мы создали. Дальше мы с вами создадим переменную на уровне нашего окружения. То есть у нас есть какое-то окружение, ну точнее его сейчас нету, но мы его создадим. Мы создадим окружение, назовем наше окружение, например, тестовое окружение. Создадим переменную person со значением 1. Ну, почему бы и нет. Окей, создали. Теперь у нас есть наше окружение, мы его выбираем. Так. Вот. Давайте я его сразу же изменю, чтобы мы понимали, что это то, что мы с вами сделали. Да? Тест 1. И здесь у нас перечислена наша переменная. Та переменная, которую мы с вами сейчас создали, у нее сейчас записано значение 1. Мы можем ее использовать где-то, где нам нужно. Например, когда мы задаем с вами параметры для отправки данных. Например, нам нужно отправить информацию с параметром ID и значением, которое мы будем забирать из этой переменной. Соответственно, сюда будет вписана не person, а единица. Отправляем, смотрим на ответ, окей. Вот наши аргументы, мы передали параметр ID со значением 1, и, соответственно, мы его с вами получили. Использоваться это может на совершенно разных уровнях для совершенно разных целей. Например, когда мы не знаем ID, которое нам нужно, и мы сюда его будем передавать динамически, то есть какими-то разными способами. Может быть, из скрипта, который предварительно выполняется перед запросом, может быть, из файла будем подгружать и передавать сюда. То есть это суть переменных. Давайте с вами обозначим еще, что переменные могут быть разных уровней, у них есть некоторая иерархия. Во-первых, самый-самый-самый высокий уровень — это глобальные переменные. Глобальные переменные можно создать в принципе и здесь, да. В чем речь идет о глобальных, для чего, скажем так, служат глобальные переменные? Они находятся на уровне всей рабочей области. К ним можно обращаться из любой коллекции, из любого окружения, из любого запроса довольно часто. Но лучше их использовать насколько возможно меньше, потому что это слишком высокий уровень, и чем выше уровень у переменной, тем ниже ее приоритет. То есть, если, например, мы создадим глобальную переменную person и переменную окружение person, то переменное окружение у нас будет главнее, чем глобальное. В этом как бы суть иерархии. Давайте еще раз проговорим саму иерархию и что у нас идет первое. И самое главное, это идет глобальная переменная, то есть переменная всей нашей рабочей области, переменная там всего workspace. Дальше у нас идет коллекция, то есть в нашей рабочей области находятся различные коллекции.
внутри нашей коллекции находится окружение для этой коллекции, то есть дальше будет идти переменная нашего окружения. Внутри переменной нашего окружения будет находиться data переменная. А data переменная — это та, которая подгружается к нам через какой-то файл. То есть, смотрите, мы когда запускаем нашу коллекцию на проверку, мы можем сюда передать какой-то файл, в котором будут заданы различные значения. Например, там может быть задано для person 100, не знаю, 1000 различных значений. Мы подгружаем туда этот файл, и когда отправляем этот запрос, мы будем туда подставлять эти значения по очереди. Например, 1, 2, 3 и так далее. Мы можем задать сразу же в нашем раннере, например, 1000 итераций и 1000 значений для этой переменной. Автоматически пройдут все эти запросы, подставляя сюда разные значения, мы получим соответствующие ответы. То есть это уровень переменных data. И следующий уровень это будет локальный уровень. Он создается у нас на уровне нашего скрипта. То есть когда мы пишем какой-то скрипт, здесь мы создаем переменную и что-то в нее помещаем, это будет локальная переменная, она будет иметь самый высокий приоритет при создании вот каких-то проверок. Нам ничего не мешает здесь в нашу переменную передать какое-то значение. Например, давайте создадим здесь с вами, функцию, заберем ее. Давайте заберем ее. А вот что мы с вами сделаем. Мы возьмем с вами функцию, по которой мы с вами обращаемся к постману, к переменной непосредственно, которая у нас локальная. Set — это метод, которым мы устанавливаем то, что нам нужно. Мы вводим сюда значение нашей переменной, и дальше мы вводим значение, которое мы хотим. Окей, мы с вами сделали функцию, которая выполняется, скрипт, который выполняется перед отправкой нашего запроса. Мы отправляем наш запрос, и что-то у нас пошло не так. А что это может быть? А это может быть неправильное название. Делаем, отправка, окей, получили. То есть мы перезаписали значение переменной, которое мы записывали здесь на 111, и, соответственно, отправили его уже дальше. Хорошо. Давайте с вами еще раз пройдемся по тому, где вообще можно создавать эти самые переменные. Во-первых, у нас есть менеджер переменных. Здесь мы с вами можем, собственно говоря, их и создавать. Это менеджер на уровне окружения. Мы можем перейти на уровень глобальный и создавать переменные здесь. Что здесь есть? Мы, соответственно, создаем с вами название для нашей переменной. Мы создаем, записываем с вами ее значение. Скажем так, наше начальное значение, которое мы задаем сразу. Далее будет значение, которое мы будем использовать в текущий момент, да, то есть оно может здесь перезаписаться, но мы будем понимать и какое у нас было начальное значение, и какое у нас стало впоследствии. Соответственно, здесь мы с вами работаем на уровне глобальных переменных. После глобального уровня мы можем с вами перейти на уровень переменных окружения. Это что касается самого менеджера. Можно через глазик посмотреть их, скажем так, в быстром каком-то формате. Хорошо. Переменные коллекции мы с вами создаем уже в коллекции внутри. Здесь мы с вами заходим в редактирование и в переменные. Все то же самое по сути, но это будет переменная коллекция. Напомню, переменная коллекция по иерархии выше, чем переменное окружение, и ниже, чем глобальное. Дальше у нас с вами будут переменные, которые мы забираем с вами из файла, который мы подгружаем непосредственно в раннере, то есть здесь.
Хорошо. И следующий, самый, скажем так, близкий уровень, это уровень, именно локальный уровень скрипта. Он задается либо в этой вкладке, если нам нужно, чтобы переменная была определена до отправки запроса, либо здесь, если чтобы после. Есть еще способ использовать переменные. Скажем так, наш Postman, он нам немножко помогает. И когда я подвожу сюда курсор, он мне говорит о том, что это переменная и какие у нее, собственно говоря, есть значения. Также говорит про scope, то есть это сейчас переменная из окружения. Правой кнопкой мыши мы можем вызвать дополнительные функции и установить сюда что-то из переменных. Да? То есть, например, установить сюда переменную глобальную. Вот таким образом. Кстати, я так раньше не делал. Давайте отправим, посмотрим, что у нас получилось. У нас ничего не получилось. Но это ожидаемо, потому что set подразумевает установку переменной, и мы, когда устанавливаем переменную глобальную в переменную которая находится у нас на более низком уровне, переменная на более низком уровне имеет приоритет над глобальной. Соответственно, мы все равно получим результат от более приоритетного окружения. Если же переменная будет, скажем так, нам неизвестна, да, то мы получим немножко другой цвет. То есть ситуация, в которой мы сразу понимаем, что эта переменная не задана вообще ни на одном уровне. Она сразу же светится у нас красным цветом. Бывают ситуации, когда вам нужно вообще понять, что находится сейчас в переменной. Для этого есть довольно удобный инструмент, это консоль. Так, давайте я его очищу. Хорошо, консоль у нас есть, давайте с вами выведем в консоль ту переменную, которую мы хотим. Чтобы нам вызвать консоль, нам нужно написать функцию console.log и передать в нее что-то. Чтобы нам в нее что-то передать, нам нужно это откуда-то взять. Мы с вами выполним так, вот таким вот образом. Сейчас, секундочку, я это сделаю и объясню, что к чему. Смотрите. У нас есть с вами вот эта функция. Что она делает? Она обращается к Postman, далее она обращается к локальной переменной и выполняет метод get, то есть берет оттуда значение person. Да, то есть мы сюда передаем аргумент person. Сама эта функция вся является аргументом от функции console.log, которая обращается к консоли, да, и выводит лог того, что произошло. Давайте сейчас я отправлю. Так, мы с вами получили ошибку. Почему ошибку? Наверное, по вот этой вот причине. Уберем точку с запятой и посмотрим на консоль. Окей, что у нас есть в консоли? Мы вывели сюда значение 111. Мы вывели сюда это значение после того, как мы присвоили нашей переменной, ну, соответственно, значение 111. Мы можем с вами сделать еще вот таким вот образом. Мы можем еще раз этой переменной присвоить какое-то значение, например, 10. И посмотреть в консоли, что в принципе это работает. То есть мы присвоили переменные значения 111 и посмотрели в консоли, что там 111. После этого мы присвоили значение 10 и посмотрели в консоли, что там значение 10. После этого, напомню, функция выполняется у нас до того, как отправляется запрос. Мы на это посмотрели, дальше отправился запрос, и мы получили ответ 200, посмотрели, что все окей. Дальше. В Postman довольно удобно устроено то, что здесь уже заготовлены некоторые переменные динамические, которые можно использовать в своих целях. Например, давайте с вами используем переменную GUID. Что она делает? Смотрите, она генерирует случайные значения,
Ее очень удобно использовать, когда вам нужно случайным образом сгенерировать, например, какой-то токен. Потому что это будет случайное, уникальное число, которое можно использовать. Можно использовать что-то более, не знаю, приемлемое. Например, здесь есть функция, которая возвращает нам время. Давайте я использую timestamp. И отправим ее. Соответственно, сюда передано мне значение времени текущее. Ну, понятно, то есть это время Unix в секундах, да, то есть его еще нужно конвертировать, чтобы его воспринимать так, как мы с вами воспринимаем. Но можно его использовать, когда нам нужно какое-то уникальное значение в определенный момент времени. Можно также использовать, например, random int. Еще одна динамическая функция, встроенная в Postman, она возвращает случайное число от 0 до 1000. Для чего, может быть, нужно их использовать? Например, timestamp, она будет всегда для вас уникальна, потому что это текущее время в секундах, то есть оно всегда идет вверх, и в случаях, когда нужно генерировать какие-то случайные цифры с постоянным каким-то повышающимся значением, ее очень удобно использовать. Если это не глобально, не сильно значимо для вас и нужно в пределах 1000, то random int великолепно подойдет. Если нужно сгенерировать какое-то большое с числами, цифрами и, например, сгенерировать токен вообще, то тогда можно использовать grid. На самом деле это не единственные функции, которые можно, точнее не функции, а не единственные переменные, которые можно использовать в Postman. В Postman есть и другие уже заготовленные переменные, но они используются в лучшем случае 3% времени вашей работы, поэтому мы не будем их разбирать. Общее понимание — это то, что есть иерархия переменных, и в определенный момент времени вы должны использовать то, что вам наиболее подходит. То есть, например, если вы создаете какую-то переменную, она будет использована только внутри конкретного запроса, создаете ее на локальном уровне, например. Если вы хотите подгрузить большое количество переменных при отправке этого же запроса, и они постоянно будут разные, создаете ее на уровне data, то есть файлик прикрепляете к раннеру. Если у вас нужна вам переменная, которая будет находиться внутри окружения вашего, да, но в одной коллекции, то есть у вас будет коллекция, в этой коллекции будет, там, не знаю, 100-200 запросов, и вы будете выполнять одни и те же запросы, но внутри, например, окружения тестового или, например, окружения разработчиков или там, не знаю, окружения уже непосредственно релизного, вы просто переключаете окружение с заготовленными переменными и больше ничего не меняете, тестируете на нем. Ну, соответственно, если ваши переменные будут использоваться во всей вашей коллекции, нужны на этом уровне, создаете это внутри коллекции. Переменные на уровне workspace, ну, их резонно использовать тогда, когда, например, у вас идет взаимодействие между коллекциями каким-то образом. В остальных случаях лучше это в принципе не использовать. Вот и все, что нужно знать о переменных в Postman. Если у вас вдруг появятся какие-то дополнительные вопросы, то, скорее всего, они будут связаны больше с написанием скриптов и с работой JavaScript, потому что что касается иерархии, я думаю, понятно. А что касается их использования и того, как здесь переменные объявлять и называть, то это уже будет именно JavaScript. Вам лучше посмотреть что-то еще, почитать именно по поводу JavaScript. Либо можете спросить у меня, я буду рад вам что-то подсказать. На этом урок давайте закончим и перейдем к следующему. В этом уроке давайте поговорим про скрипты и про проверки. Окей, Postman у нас уже открыт, и я говорил в предыдущих уроках, что для скриптов и для проверок у нас есть две вкладки. Вот эти вот две. Разница между ними в том, что в этой вкладке то, что мы напишем, будет выполняться до запроса, а то, что напишем здесь, после запроса. Соответственно, в этой вкладке и пишутся обычно именно тесты,
а здесь то, что нужно сделать перед выполнением какого-то скрипта. Все здесь пишется на языке JavaScript, поэтому, чтобы действительно научиться писать здесь что-то полезное, что-то интересное, стоит подучить где-то для себя JavaScript. Под капотом находится Node.js, и, в принципе, абсолютно любые конструкции языка JavaScript здесь можно использовать. Но на практике вам не нужно знать прям хорошо там этот JavaScript. Достаточно знать на самом деле основные конструкции языка, понимать условные операторы, понимать циклы, понимать, как работать с переменными. И, в общем-то, эти знания закроют практически все, что вам необходимо будет сделать в Postman. Для того, чтобы упростить работу, нам разработчики подкинули сниппеты, то есть, по сути, это готовые решения, которые можно использовать на практике. Сейчас мы разберем некоторые из них, которые, скорее всего, в принципе, могут вам пригодиться. Но перед этим напомню еще один момент. Мы можем писать скрипты для запроса, мы можем писать скрипты для коллекции, для самой, и мы можем писать скрипты. Так, по-моему, все. Если я не ошибаюсь, еще был у нас вариант для окружения. Наверное, я перестарался. Наверное, все-таки да. Для запроса и для коллекции. Суть скрипта для коллекции в том, что скрипт, написанный для коллекции, будет выполняться для всех запросов внутри коллекции. Ну, например, если у нас коллекция подразумевает, что все запросы должны возвращаться с статус-кодом 200, то логично написать такой скрипт для коллекции, а не писать его в каждом отдельном запросе. Окей, давайте посмотрим на эти вкладки. Откроем вкладку «Тест». И как обычно выглядит вообще скрипт для какой-то проверки. Фактически мы работаем с переменными на каком-то уровне. Ну, например, мы можем работать с переменной на уровне окружения. Здесь уже есть сниппет, чтобы эту самую переменную взять. Соответственно, что он делает? PM в нашем случае это обращение к Postman. Через точку мы обращаемся к окружению. Дальше get говорит о том, что нужно что-то взять. И здесь мы указываем название переменной, которую мы хотим взять. Это, в общем-то, делает эта команда. То, что мы взяли, соответственно, нам нужно куда-то поместить. В JavaScript, чтобы создать переменную, используется ключевое слово var, либо const, либо let, но достаточно знать var. Ну и, в общем-то, можем написать назвать как-то эту переменную, например, тест. И, предположим, так. И через оператор присваивания присвоить сюда какое-то значение. Вот, собственно, и все. Таким образом, мы получим значение из глобальной переменной. В каких случаях нам это может быть нужно? Так, наверное, в данном конкретном контексте не особо. В данном конкретном контексте не особо. Хотя, вот что мы с вами сделаем. Мы продублируем наш запрос вот таким образом. В нашем первом запросе, который мы будем отправлять, напомню, да, то есть здесь мы можем отправить все, что угодно. Мы сейчас обращаемся к Postman Echo, да, и делая этот запрос, мы в аргументах получим то, что мы отправили. Мы можем добавить сюда еще что-нибудь, отправить, и получим то, что мы отправили. Чтобы была какая-то динамика, можем здесь задать отправку случайного числа через randomInt. Скажем так, чтобы не знать, что мы отправляли. Окей. Вот так мы с вами это сделаем. Отправляя этот запрос, мы можем забрать вот эту информацию из ответа, сохранить эту информацию в переменную, например, в коллекцию или в окружение. Удобнее использовать окружение. И в следующем запросе уже использовать эту переменную, забирая ее из окружения. Как бы это сделать? Конкретно в этом запросе нам нужно забрать что-то из ответа. Напомню, мы заранее с вами не знаем, что это будет, потому что у нас генерируется это число автоматически. Как же нам забрать этот вариант из ответа?
Здесь в сниппетах можно найти практически готовое решение, чтобы работать с респонсом. Да, вот он, response body, ну и можно чего-нибудь из этого выбрать, например, вот этот вот сниппет. Давайте его заодно разберем. Что он говорит? Мы обращаемся к постману и дальше выполняем некий тест. Здесь мы просто прописываем название того, что мы делаем, якобы нашего теста, да. Соответственно, здесь сейчас все это нам по большому счету и не нужно. Нам нужно сделать следующее. Мы можем это удалить, это удалить. На данный момент мы сохраняем в переменную JSON-data ответ, который пришел. То есть весь ответ, он у нас сохраняется вот в эту переменную. Потом нам нужно обратиться как-то именно вот сюда и забрать вот это значение. Как нам это сделать? Мы обращаемся к переменной JSON-data. Дальше через точку мы обращаемся к ключу args. Дальше мы обращаемся с вами к ключу var. И все это дело нам нужно куда-то сохранить. Давайте сохраним это в переменную variant. Вот таким образом. Мы поместим это сюда. Хорошо. У нас здесь будет лежать вот это вот значение, которое было. Это нам не нужно. Дальше нам нужно только использовать эту переменную уже в нашем втором запросе. Для этого нам нужно ее сохранить на уровне окружения нашего. Уже есть готовые сниппеты, только не get, а set. Да? Вот он. Мы можем, опять же, да, обращаемся к постману, к окружению, установить. Variable key нужно задать. Давайте назовем это... Как назовем? Ну, пускай будет random var, а значение, которое мы сюда передадим, будем передавать вот из этой переменной. Окей. Таким образом мы передадим переменную на уровень окружения, а уже в этом запросе мы с вами будем это значение из окружения забирать и использовать. То есть мы выполним get an environment variable, то есть мы берем эту переменную и можем что-то с ней сделать. На самом деле мы можем этого сейчас и не делать, поскольку перед тем, как отправлять этот запрос, наше значение уже запишется на уровень нашей переменной окружения, и нам достаточно будет просто вот здесь использовать уже эту переменную. Давайте создадим ее вообще. Пускай она даже будет пустая, для нас это не критично. То есть, выполнив первый запрос, к нам уже туда запишется какое-то значение, и когда мы будем выполнять вот этот запрос, сюда это значение передастся. У нас фактически получится в нашем случае два одинаковых запроса. Но суть не в этом, суть в том, что мы значение из ответа первого запроса передадим в второй запрос. Здесь мы могли бы сделать с вами, например, что перед тем, как отправлять наш запрос, мы могли бы с этой переменной что-то сделать. Ну, например, увеличить ее на единицу. Давайте это и сделаем. Так, еще раз заберем сниппетом. И здесь нужно передать ключ нашей переменной. Это random var. Окей, мы с вами берем эту переменную. Давайте создадим для нее... Ну, не будем сильно изобретать. Пускай это будет test1. Мы сюда передадим это значение. Потом мы test1 увеличим на единицу. Вот таким образом. А потом мы, перед тем, как отправлять этот запрос, установим сюда уже новое значение. Да? То есть мы
увеличим его на единичку. Именно таким образом у нас должно все произойти. Хорошо, давайте сделаем пару этих запросов, посмотрим, что у нас получилось то, что я хотел. Отправляем наш первый запрос, здесь 782, отправляем наш второй запрос, здесь, так, подтяну, 783. То есть мы из первого запроса, из ответа значение забрали, перед тем, как отправлять этот запрос, увеличили его на единичку, ну и отправили уже с новым значением. Таким образом мы передаем, да? Заостряю на этом внимание, потому что это основное, что вам, скорее всего, понадобится сделать. Либо передавать значение из одного запроса в другой, либо просто на каждый запрос проводить какую-то проверку. Сейчас с вами подойдем непосредственно к проверкам. Только поговорим еще про то, как забирать переменные. Нам не всегда, точнее, не обязательно работать именно с переменной окружения. Мы можем работать и с другими переменными. Здесь уже есть несколько заготовленных сниппетов, то есть это для работы с окружением, это для работы с глобальной переменной, это для работы с локальной переменной, и помимо этого есть еще вариант работы с переменной коллекцией. Это collection variable, да. Вот этот метод используется, если нужно переменную передавать именно через переменные коллекции. Окей, я думаю, что сложного с этим ничего нету. Давайте теперь посмотрим непосредственно на сами тесты. Здесь тоже уже есть заготовленные сниппеты для этого. Наиболее популярные, которые вам понадобятся. Проверка на статус-код. Вот он. Соответственно, PM-тест, да, то, что мы делаем именно тест. Название для функции, дальше сама функция запускается. Внутри этой функции мы смотрим, что статус, да, имеет в ответе, да, в респонсе имеется статус 200. Вот он. Делаем запрос и видим, что наш тест results есть, проверка пройдена, все окей, все супер. Соответственно, если я изменю это значение на 201, то мы получим ошибку. Да. Это первый тест, который вам, скорее всего, понадобится. Второй тест, который вам, скорее всего, понадобится, это вот этот. Он проверяет время, за которое пришел ответ. То есть в данном случае он говорит, что ответ должен прийти точнее, быстрее, чем за 200 секунд, за 200 миллисекунд. Соответственно, сейчас мы бы, скорее всего, получили с вами ошибку, так как было 203. Давайте отправим запрос, посмотрим. Вложились, еще раз, снова вложились, еще раз, не вложились. То есть мы словили ошибку. У нас прошло две проверки, одна окей, вторая нет. Хорошо, это таких два простых варианта что-то проверить. Что еще можно полезного проверить? Во-первых, наличие какого-то заголовка. Где-то здесь был такой сниппет, да, вот он. То есть мы проверяем наличие в ответе какого-то заголовка. Ну и здесь мы указываем, какой конкретно заголовок мы хотим проверить, что он есть. Окей, с этим посмотрели. Ну и следующий, который закроет большую часть задач, где-то здесь был этот сниппет. Опять же, он про response body, да, то есть нам нужно залезть в ответ и что-то в этом ответе найти. Ну, например, у нас есть вот такой ответ, и мы бы хотели проверить что-то в нем. Здесь мы можем написать название нашей проверки, чтобы как-то нам было очевиднее, что происходит, да, особенно когда много проверок и много запросов. Давайте разберемся с кодом. В этой строчке мы помещаем весь ответ в переменную JSON-Data. Дальше через эту переменную мы можем с вами куда-то к чему-то обратиться. Например, мы можем сделать то, что в принципе уже делали. Ну, давайте вот на эту строчку посмотрим. Здесь происходит непосредственно сама проверка, да, expect. Он сейчас смотрит на весь ответ и пытается найти там ключ value какой-то. У нас его нет, мы получим, соответственно, ошибку. То есть он ищет этот ключ и дальше проверяет его на эквивалентность к какому-то значению. Мы могли бы сделать проверку другого рода. Например, JSON Data у нас нету value, но у нас есть args. Давайте напишем .args.var. То есть мы будем смотреть вот сюда, что здесь происходит. И
делаем проверку на эквивалентно ли это, в данном случае сотня. Можем оставить так и увидеть, что у нас будет ошибка по той причине, что у нас случайное число выбирается при запросе. Ну и вряд ли это будет 100. Так, ну прекрасно. Мы увидели сотню, да? Однако мы все равно увидели ошибку. И почему так произошло? Так. Да, смотрите. То, что мы увидели в ответе, это была строка, а то, что мы проверяем, это число, то есть разный тип данных. Из-за этого в данном конкретном случае, при том, что и там 100, и там 100, мы увидели ошибку. То есть, чтобы этой ошибки не было, у нас здесь должно было бы быть написано вот таким образом, чтобы тип данных соответствовал друг другу. Давайте еще раз отправим, увидим снова ошибку, уже ожидаемую в данном случае, и у нас даже есть подсказка. Мы хотели увидеть 100, но там оказалось 640, поэтому как бы не все окей. И чтобы убедиться, что проверка действительно отрабатывает, давайте передадим действительно сотню. Теперь мы видим, что тест прошел хорошо, и там наше тестовое название для нашей функции. Вот с этим скриптом вам чаще нужно будет поработать. В каком смысле? Если вы хотите сделать какие-то проверки, может быть сложные какие-то проверки, то вам нужно, во-первых, получить ответ, сохранить его в какую-то переменную, потом в этом ответе что-то найти, какое-то значение, например, значение, как мы сейчас вот таким образом с вами искали, значение для переменной var, да? Можно либо прямо здесь это прописать, но это, скажем, простой вариант, либо это же значение сохранить в переменную, с которой будем работать. И expect делать уже по значению переменной. Так тоже у нас все с вами будет окей. С данным конкретным ответом работать довольно легко, то есть такого скрипта по большому счету достаточно. Бывают более сложные ответы, бывают ответы, которые содержат очень такую сложную структуру, сложную иерархию, и как работать с ними, у меня есть отдельный урок именно с примером обработки таких ответов, как там найти то, что вам нужно проверить. Ну, в принципе, это все, здесь нету большого какого-то секретного тайного знания, вы можете использовать то, что вы подчеркнули в этом уроке, чтобы написать свои первые проверки, а дальше где-то посмотреть, может быть, уроки по JavaScript, и в зависимости от ваших тестов, которые вы делаете, решать конкретно те задачи, которые у вас есть. Ну, либо если возникают сложности с тем, как написать какую-то проверку, можете написать мне, я постараюсь вам с этим делом помочь. Поздравляю с тем, что мы прошли все основные темы по работе с Postman, и вы смело можете заниматься как мануальным тестированием, так и автоматизировать свои тесты на Postman. Удачи, пока! В этом уроке давайте разберем с вами все, что относится к созданию скриптов и работе со скриптами в Postman. А для этого мы с вами создадим коллекцию, и сразу же обращу ваше внимание на иерархию скриптов. То есть первый уровень, ну, давайте так, самый высокий уровень скриптов, это будет уровень коллекции. То есть, когда мы создаем коллекцию, мы можем сюда записать какой-то скрипт, и этот скрипт будет выполняться для всех запросов, которые есть внутри этой коллекции. Хорошо, я создаю коллекцию, давайте с вами обратим внимание на то, что есть еще второй уровень. То есть, когда мы создаем внутри коллекции какую-то папку, для этой папки мы тоже можем записать определенные скрипты, и они будут выполняться уже для тех запросов, которые находятся внутри этой папки. То есть, у нас будет в папке запрос, для этого запроса будет выполняться то, что находится внутри этого запроса, помимо этого то, что находится внутри этой папки, и помимо этого то, что находится внутри коллекции. Также для всех папок и для всех запросов, которые есть внутри коллекции, будет выполняться все, что написано для коллекции. Я думаю, что иерархия более-менее понятна. Давайте теперь разберемся непосредственно в самих запросах. Мы можем их записывать в двух вот этих вот вкладках. Давайте так, первая, вторая. Все, что мы пишем в первой вкладке, будет выполняться до того, как мы отправляем запрос.
то есть выполнилось то, что здесь записано. Мы отправили запрос, мы получили ответ какой-то, и после того, как мы получили ответ, выполняем то, что записано во второй вкладке, то есть вкладке тест. Хорошо, давайте напишем с вами какой-то запрос для примера. Например, возьмем то, что мы уже писали много раз, с определенными параметрами. Разберем. Смотрите, есть вот этот вот URL запрос. В нем есть ключ person со значением name. Переменная name мы определили на уровне окружения. Вот она. И на уровне окружения записали туда значение Наташа. Давайте я отправлю этот запрос, и мы получим ответ. Сейчас здесь у нас пусто. Интересно, почему? Давайте еще раз отправим. Снова пусто. Очень странно. Name, Наташа. Наташа, почему у тебя пусто? Еще раз. Да, что-то произошло не так. Судя по всему, что актуальное значение не было записано, и мы, соответственно, отправляли просто пустое значение. Из-за этого это происходило, сейчас все в порядке. Обычно, когда мы записываем значение здесь, оно автоматически проставляется и здесь, то есть такого не происходит. То есть то значение, которое мы записали первым, и актуальное значение. Так они разделяются. Сейчас, к сожалению, я когда заполнил только здесь, и у нас получилась такая проблемка. Хорошо, то есть у нас есть значение переменной, мы его отправили. Теперь давайте перед тем, как отправлять это сообщение, выполним определенный скрипт. То есть мы возьмем и в переменную, давайте разберем, смотрите, мы обращаемся к постману и непосредственно к его окружению. В этом окружении мы выбираем метод set, то есть установить туда что-то. Далее мы записываем ключ нашей переменной. Ключ нашей переменной это name. А значение мы напишем, например, пускай это будет не Наташа, а Алена. Хорошо. Теперь этот скрипт должен выполниться перед тем, как мы отправляем запрос, и получим мы уже не Наташу, а Алену. Давайте попробуем. Хорошо, мы получили Алену. Давайте с вами сделаем подобным образом, только для некой цепочки действий. Смотрите, у нас есть наш первый запрос, который меняет нам Наташу на Алену. Хорошо. Теперь мы отправили этот запрос, поменяли на Алену, сейчас в переменной находится Алена. Но мы хотим уже во втором скрипте, во втором нашем запросе, сделать из этой Алены, что-то новое. Давайте с вами создадим семью, то есть это будет ключевое слово var у нас создает переменную на языке JavaScript var family, и мы присвоим сюда значение, которое находится у нас в переменной name. Еще раз, что я делаю? Я объявляю переменную, создаю ее, название я выбрал сам, то есть оно выбирается самостоятельно, и у нас это family. Далее, оператор присваивания, я присваиваю сюда что-то. Вот это то, что я сюда присваиваю. Точнее, скажем так, присваиваю я сюда результат вот этого вот выражения. Что это за выражение? Мы обращаемся к постману, к его окружению, метод get, то есть взять что-то, и взять что-то из ключа name. Мы забираем туда и помещаем это в переменную family. Далее, давайте в family, например, возьмем и добавим сюда, давайте добавим туда Степана. Пускай у нас будет Степан. После этого мы возьмем и в нашу переменную окружение добавим значение family. Еще раз проговариваю, что мы делаем. Смотрите, мы отправили с вами первый запрос. Соответственно, мы заменили Наташу на Алену. Далее мы отправляем второй запрос. В этом запросе мы создаем переменную family и помещаем сюда значение, которое находится сейчас в переменной. То есть сейчас там Алена. Далее мы к этой Алене добавляем Степана. Соответственно, после этого мы обращаемся опять же постман окружение, установить, по ключу name устанавливаем туда значение, которое теперь находится в family. Теперь в family Алена и Степан должны быть. Давайте проверим, что все действительно так. Да, Алена и Степан, только у нас не хватает пробела. Еще раз.
Ну вот, смотрите особенность, которая у нас получилась. У нас есть Алена, Степан и еще один Степан. Дело в том, что когда мы выполняем эту функцию, мы забираем значение из актуального значения переменной, в котором перед тем, как мы отправляли эту функцию, уже были записаны Алена и Степан. Мы снова взяли это значение, снова добавили туда Степана, и теперь у нас Алена, Степан и Степан. Интересная вот такая вот семья у нас получилась. Давайте теперь исправим эту ситуацию и сделаем следующим образом. Мы выполним следующий запрос, который будет с этой семьей делать что-то более адекватное. Давайте создадим новую семью, пускай это будет у нас теперь full family. И в эту переменную мы снова заберем значение get наш ключ name. Хорошо. Теперь здесь будет находиться все, что находится в этой переменной. Как вы помните, сейчас там Алена, Степан и Степан. Я думаю, что чтобы у нас не было такой путаницы, нам нужно очистить это значение. То есть мы обращаемся к постману, к окружению, выбираем метод onset и далее очищаем то, что там есть. Хорошо. Теперь давайте определимся следующим образом. Мы записали в эту переменную Алену, Степана и Степана, потом мы очистили это окружение, но Алена, Степан и Степан у нас есть. Помните, да? Соответственно, мы можем с вами сейчас просто взять и нашу семью превратить во что-то новое. Так, нам нужно установить туда значение. Выберем вот эту функцию. Теперь мы для значения name надо соблюсти регистр. Запишем новое значение. Пускай это будет Полина. Давайте выполним теперь эту функцию. Отлично. Мы очистили все, что было там, и записали новое значение Полина. Таким образом, у нас выполнились все 3 запроса по очереди. Давайте выполним их внутри раннера. Запустим наш раннер. Хорошо. В раннере мы выбираем папку, с которой будем работать. Внутри этой папки находятся определенные запросы. Они уже выбраны, мы можем их, например, отменить, но зачем нам это делать? Мы выбираем окружение, с которым будем работать, а также выбираем количество итераций. Мы можем выбрать определенную задержку, если это необходимо, и добавить файл, в котором могут находиться значения различных переменных. Здесь также есть дополнительные возможности что-то настроить, то есть для работы с куками и для сохранения ответов, но нам сейчас это не нужно. Давайте просто запустим наш раннер. Хорошо, мы запустили раннер, давайте с вами посмотрим, что мы получили. Так как у нас get запрос, все, что мы делаем, оно находится в URL, поэтому можем посмотреть на URL. Смотрите, первый наш запрос превратился в то, что в person находится Алена. Когда мы выполняли второй запрос, у нас в person уже находились Алена и Степан. Когда мы выполняли третий запрос, мы уже передавали значение в person Полина. Обращу ваше внимание, то, что сами по себе запросы абсолютно одинаковые. То есть у нас везде находится, секундочку, один и тот же URL, в котором записан ключ person и значение name. Но мы получаем определенно разные значения. Более того, мы можем получать значения из предыдущего запроса, который мы делали, устанавливая разные значения для одной и той же переменной и работать ими с этими скриптами мы предпочитаем вот из этой вкладки. Что еще мы с вами можем сделать, чтобы посмотреть на работу запросов на уровне, например, папки? Давайте возьмем и сделаем следующим образом. Мы с вами напишем для этой папки определенный скрипт. Что это будет за скрипт? Что мы можем добавить к этой интересной семье? Почему бы нам не добавить к ним, не знаю, пускай это будет какой-то child. То есть мы создадим с вами переменную, это будет переменная child. Мы запишем в нее, давайте,
Это будет, не знаю, little... Кто? Не могу придумать. Пускай это будет Степан Джуниор. Ну, почему бы и нет. Теперь этого Степана Джуниора нам нужно будет прикрепить, или, скажем так, добавить к каждой семье, которую мы с вами отправляем, да? Скажем так, ребенок будет переходить от Наташи к Алене, от Алене к Степану и так далее. А что для этого нужно сделать? Мы возьмем с вами и запишем этого ребенка, добавим его к той переменной, которая будет актуальна на определенный момент времени. Для этого мы можем ее взять, а можем сразу к ней обратиться. Давайте сразу же к ней и обратимся. Мы обращаемся к Postman. И напомню, что переменная находится у нас в окружении. Далее мы выбираем метод, то есть set, и передаем туда определенные значения. Первое значение — это ключ, по которому, по сути, название нашей переменной, name. А дальше значение, которое мы хотим туда добавить. Значение, которое мы хотим туда добавить, будет child. Это будет срабатывать у нас для каждого нашего запроса. Сохраним. И давайте выполним теперь run для этой папки. Собственно говоря, run выполняется для всей коллекции, но внутри коллекции мы можем выбрать папку, с которой будем работать, и, соответственно, будут выполняться ее скрипты. Окей, мы выбрали папку, мы выбрали наши запросы, давайте отправим и посмотрим, что у нас получилось. В первом варианте у нас остались person Алена. Во втором варианте у нас person Степан Junior и Степан обычный. Угу. В третьем запросе у нас person Полина. Почему person Полина? Напомню, запрос, который мы выполняем с вами, выполняется перед тем, как отправляется непосредственно запрос. То есть, перед тем, как выполнится наш запрос, выполнится скрипт, который находится здесь. Но еще перед ним выполнится скрипт, который находится в папке. То есть в папке мы добавили ребенка, здесь мы очистили ребенка, потом мы создали Полину, и получилось, что ребенка у нас как бы и нету. Обидно, конечно, но давайте с вами поступим немножко другим образом и сделаем так, чтобы ребенок все-таки был. Что нам для этого нужно сделать? Мы делаем очищение перед, да? Ну, давайте попробуем не очищать, например, и посмотрим, что у нас из этого получится. Так. Выполнен наш скрипт еще раз. Person Алена. Все так, как и должно было быть. Далее person Степан, который junior, и Степан обычный. А дальше person Полина. На самом деле ситуация в том, что мы же с вами в name передаем именно значение Полина, а не значение из переменной. А присваиваем мы с вами именно значение переменной. Что нам нужно сделать? Нам нужно сюда записать то, что у нас находится в переменной name. Мы это значение помещали с вами в переменную full family. Давайте отправим, посмотрим, что мы имеем. Мы имеем Степан Junior. Почему мы его имеем? Потому что мы его записали с вами туда, выполняя скрипт, находящийся в коллекции. Давайте с вами сделаем еще раз. Пройдемся по нашим запросам. Первый запрос. Он забирает текущее значение из переменной name и записывает туда Алена. Второй запрос. На данный момент забирает эту самую Алену, записывает в переменную family и добавляет туда Степана. Хорошо. Далее он в переменную name записывает Алена плюс Степана. Третий же запрос. Обращается забирает, точнее, Алену и Степана в переменную full family. А дальше снова помещает их туда. Наверное, не самый удачный для нас тогда будет пример. Если уж мы кого-то забираем, давайте с ними что-то сделаем. Например, добавим сюда еще ту самую Полину.
Так будет немножко правильнее. Пройдемте еще раз с вами по запросам. Во-первых, мы отправили Алену. Во-вторых, мы получили Степана Джуниора и Степана. Что здесь происходит? У нас выполнился наш запрос из нашей папки, который поместил Степана Джуниора в переменное окружение. После этого у нас выполнился наш второй скрипт. В этом скрипте мы забрали этого самого Джуниора, в котором уже нету Алены, там теперь Джуниор, и добавили туда Степана. Сейчас у нас есть Степан, Джуниор и Степан. Хорошо. Мы выполнили это. Перед выполнением третьего запроса у нас сначала снова должен выполниться Степан Джуниор. И здесь уже будет именно Степан Джуниор. Мы поместим его в нашу переменную и добавим к нему Полину. Давайте посмотрим. Окей, теперь у нас есть Степан Джуниор и Полина. Таким образом, мы перекинули этого нашего ребенка сначала к Степану, а потом к Полине. Давайте проверим, что все это выполняется, когда мы запускаем с вами скрипт. Точнее, не скрипт, а когда мы запускаем с вами коллекцию. Отлично. Смотрим. Окей. Вот первый наш запрос. Он привел к тому, что мы отправили в person Алену. Далее у нас с вами выполнился скрипт, который Алену перезаписал на Джуниора Степана и добавили к нему Степана. Смотрим. Окей. Теперь в person находится Степан Джуниор и Степан. Процент 20 это пробел. Далее мы снова перезаписали нашу переменную на Джуниора и добавили туда Алену. Смотрим. Person Степан Джуниор и Полину, да, не Алену, Полину. Мы же в третьем скрипте добавляем Полину. Таким образом мы сделали скрипт, который находится внутри папки и выполняется для каждого нашего запроса, который мы выполняем. Таким образом вы можете работать и с коллекцией, и с папкой, забирая информацию из предыдущего запроса, например. Есть другие варианты работать, то есть вы можете забирать значения, например, не из переменной, куда сохранили, а можете забирать значения, например, из ответа, который получили. Давайте так и сделаем. Но делать мы с вами это будем уже в следующем уроке, потому что это будет относиться больше к работе с вкладкой Tests. На этом спасибо за внимание и переходим к следующему уроку. Мы продолжаем с вами изучать Postman и тестирование в Postman. Этот урок мы посвятим с вами разбору того, как писать скрипты именно для тестов, как нам проверять наши ответы. Этот урок также является логическим продолжением предыдущего урока, в котором мы разбирали вообще скрипты в целом, и вкладку Prerequest Script, в которой мы записываем те скрипты, которые выполняются перед отправкой запроса. Соответственно, если вы еще его не смотрели, то начать стоит именно с него. А теперь давайте продолжим. У нас есть 3 наших запроса, в которых выполняются различные скрипты. То есть у нас есть скрипт, который находится в нашей папке. Вот он выполняется у нас для всех наших запросов. Далее у нас есть наши сами запросы, которые мы отправляем, и эти запросы чего-то делают. Мы хотим получить ответ и забрать какое-то значение из ответа. Соответственно, то, что мы делаем в вкладке Tests, является непосредственно нашей проверкой. Самая базовая проверка, которую можно сделать, это проверка на статус-код. Вы можете некоторые заготовленные сниппеты забирать просто справа. Что здесь есть? Мы обращаемся к Postman, к методу тест, то есть проверки. Далее описываем непосредственно название. Можете написать здесь все, что угодно, если хотите. Далее ключевое слово function и саму функцию для проверки. То есть, опять же, Postman, response. Обращаемся к нашему ответу, проверяем, что to have status 200. Давайте проверим. Отлично. Мы получили с вами зеленый кружочек здесь и зеленый
не знаю, прямоугольничек здесь, что статус-код из 200 сюда переносится, по сути, название функции, что все окей, статус-код у нас выполнен, все хорошо. Сами по себе проверки могут быть, естественно, гораздо более сложные. Давайте сделаем подобного рода, наверное, не проверку даже, а давайте просто возьмем и заберем из ответа от первого запроса какое-то значение во второй наш запрос, и в этом втором запросе уже будем его использовать. Что нам для этого нужно сделать? Ну, во-первых, нам нужно с вами каким-то образом взять этот самый ответ и его значение. Что у нас здесь есть? Смотрите, опять же, PM-тест, название менять не будем, пускай будет такое, какое есть. Далее, мы создаем переменную JSON-Data, и в нее мы помещаем весь наш ответ. В чем суть? Когда мы получаем ответ, нам нужно его каким-то образом, адекватно с ним работать, и чтобы с ним работать, он должен у нас быть в формате JSON. Соответственно, мы обращаемся к PM-response, переводим в формат JSON и записываем все это в переменную JSON-Data. После этого та информация, с которой мы работаем, выглядит именно так, как она выглядит у нас здесь. Соответственно, здесь есть функция, которая у нас проверяет, что PM-expect, мы обращаемся к нашему ответу, далее мы по точке обращаемся к какому-то значению и проверяем, эквивалентно ли оно чему-то. Давайте проверим, например, что JSON-Data args, как правильнее даже, не знаю в данном случае, но нам и не важно. То есть мы обратились к аргументам и к значению person. Там должна находиться Алена. Мы проверяем, что там действительно Алена. Давайте отправим. Отлично, мы получили результат, так как мы не вносили название, да, то есть мы здесь записалось то название, которое у нас осталось. Мы проверили, что да, здесь действительно Алена. Если бы мы написали здесь, например, что-то, что не соответствует, мы получили соответствующую ошибку, что нет, это ни разу не Алена А. Хорошо. Как работать с ответом мы, в принципе, уже с вами понимаем. Давайте теперь его будем забирать. Если мы хотим его забрать и как-то использовать в другом нашем запросе, то в этом запросе мы должны его где-то забрать. То есть мы не можем напрямую обратиться между запросами. Нам нужно перейти на уровень выше, например, на уровень окружения. То есть мы можем в этом ответе взять и в наше окружение перезаписать какое-то значение. Давайте так и сделаем. Для этого мы возьмем и создадим, во-первых, в окружении переменную, с которой будем работать. Пускай эта переменная будет у нас называться, как мы с вами ее назовем. Что мы будем делать с нашей семьей? Мы будем с ней. Мы должны что-то забирать из ответа. Так, console. Ладно, пускай эта переменную будет звать пока что таким образом. Дело в том, что ответ, который мы получаем, выглядит вот так. И если мы хотим что-то из этого ответа забрать, нам надо вообще определиться, что мы будем забирать. Давайте попробуем забирать, например, значение из хоста и записывать его в ту самую переменную. Соответственно, что мы делаем? Мы создаем новую переменную, в которой будем хранить значение хоста. Пускай эта переменная будет host, head host. Чтобы сюда что-то передать, мы обращаемся к JSON-Data. Далее мы обращаемся к headers. Далее обращаемся к host. Давайте убедимся, что у нас все хорошо при помощи консоли. То есть мы вызовем консоль. И в консоль передадим значение этой переменной. Консоль, по сути, является основным способом... Так, очистим. Консоль, по сути, является основным способом дебагинга ваших запросов. Окей, отправляем, смотрим. Это не то. Вот что мы получили. То есть у нас выполнился наш запрос. Это видно в консоли. После этого мы вызвали значение переменной headHost, в которой сейчас вот это значение. Сверяемся, да, в принципе, все окей. Алена А, надо изменить, а то получаем какую-то ошибку
а получать ее совсем не хочется. А значение этой переменной мы можем с вами записать к нам в окружении. Давайте так и сделаем. Воспользуемся заготовленной какой-нибудь функцией сниппетом. Что мы будем делать? Вот что мы сделаем. Мы возьмем с вами и в переменную, которую мы назвали 1, 2, 3, название, конечно, передадим значение head-хоста. Консоль в нашем случае мы уже использовать не будем. Давайте просто передадим. Отлично. Мы его передали. Сейчас, на самом деле, в окружении уже есть текущее значение. Мы можем это проверить прямо здесь. Хорошо. Соответственно, когда мы будем выполнять следующий запрос, даже если это будет происходить в раннере, мы можем просто сюда забрать то значение, которое находится в нашем окружении, так же, как мы делали это в предыдущем уроке. То есть мы обратимся к... Давайте сделаем таким образом. Так, секундочку. Не получается. Давайте похожим образом сделаем. Мы возьмем с вами family, например... Что это будет? Family host. Ну, предположим. Соответственно, сюда мы запишем значение переменной 1, 2, 3. Далее к family мы с вами добавим значение family host. И в family уже будет записано у нас... Так, я немножко запутался, что будет записано, но, по сути, давайте просто выполним это и посмотрим. Степан Junior Head Host. Почему у нас так получилось? Давайте подумаем. Перед тем, как выполнился этот запрос и этот скрипт, у нас выполнился скрипт, который находится на уровне папки. На уровне папки наш скрипт взял переменную name и поместил в нее значение Степан Junior. После того, как он поместил в нее значение Степан Junior, мы с вами это значение забрали, передали к нам в переменную family. Сейчас там находится Степан Junior. Потом мы с вами взяли и забрали значение из переменной 1, 2, 3 и добавили к Степану Junior значение family хоста, да? Может быть, нам не хватает какого-то пробела, можно и с пробелом, в принципе, это сделать, но я думаю, что нам это сейчас не нужно. Далее, мы с вами взяли и в окружение, в переменную name записали наше новое значение. А новое наше значение это Степан Junior плюс headhost. Соответственно, в ответе мы получили вот такой ответ. Мы можем передать это значение далее, например, или, не знаю, забрать что-то отсюда. То есть, таким образом вы можете работать с переменными из одного запроса через окружение в другой запрос, их передавая. Давайте немножко разберем еще проверки, которые можно сделать, которые у нас здесь есть в сниппетах. Окей, что здесь есть? В принципе, все сниппеты, которые здесь есть, это самые используемые скрипты, с которыми вы будете работать. Конечно, вы будете работать еще с чем-то помимо этого, но с этими вы со всеми, по сути, будете сталкиваться регулярно. Хорошо, первое, что мы делаем, мы с вами это уже сделали. Эта функция у нас берет значение переменной из окружения по ключу, да, то есть по названию этой самой переменной. Следующая наша функция берет значение глобальной переменной. Следующая берет значение переменной локальной. Хорошо. Следующая партия делает по сути то же самое, только она уже не берет, а устанавливает значение, обращаясь по какому-то ключу и передавая туда какое-то значение. Мы можем передавать строку, да, то есть именно строку, а можем передавать значение переменной, если уберем вот эти кавычки. Хорошо, идем дальше. Что у нас дальше? А дальше у нас очищение и еще раз очищение. То есть мы можем очистить значение этих переменных. Хорошо. Следующая функция позволяет нам сделать определенный запрос и сделать его прямо из нашего скрипта.
Идем дальше. Дальше мы проверяем статус, код, который к нам вернулся. Убеждаемся, что все окей. Хорошо. Дальше мы с вами можем обращаться к ответу, к самому. В этом ответе мы можем просматривать, что там находится. Мы его, скажем так, проводим некую инспекцию, да, обращаемся к этому ответу и проверяем, что текст, который там есть, соответствует, точнее даже не соответствует, а включает в себя тот текст, который мы передаем. Дело в том, что чаще всего ответы, которые мы получаем, имеют не многоуровневую структуру, а одноуровневую. То есть есть определенное значение. Например, это было бы у нас просто person, в person было бы записано какое-то значение. И мы могли бы очень легко проверить это такой проверкой, ну, так как у нас на примере более какая-то многоуровневая система и гораздо более сложные бывают. Здесь пришлось бы что-то дописывать. Давайте уберем, чтобы было меньше и чтобы нам было немножко понятнее. Хорошо. Следующая проверка позволит нам сделать то, что мы с вами, в принципе, уже сделали. То есть мы обращаемся к какому-то значению и проверяем, эквивалентно ли его значение чему-то. Что мы с вами, по сути, и делали в предыдущих наших действиях. Дальше мы можем проверить, что в ответе в body есть определенное значение. Окей, идем дальше. Так, я что-то пропустил. А пропустил я... Давайте посмотрим. Так, эта функция у нас проверит time, да, то есть скорость ответа, используется на самом деле довольно редко. Дальше мы можем проверить content type. Content type мы проверяем через header. Обращу внимание, да, то есть есть ответ. В ответе мы проверяем, есть ли в хедере, собственно говоря, content type. У нас есть наши хедеры, здесь может передаваться хедер с типом контента, и, соответственно, мы проверяем его именно там. Мы можем при помощи этой функции, кстати, обращаться к каким-то другим хедерам, да, то есть мы обращаемся к хедеру, но в хедере мы можем проверить не только content type, но и что-то еще. Хорошо, идем дальше. Дальше, что у нас здесь есть? Так. Это код статуса успешного ответа пост, и он проверит, что он там 201 или 202. На самом деле, наверное, не используется практически никогда. Я не помню, чтобы я его использовал, но ладно, окей, идем дальше. Что-то мы. Так, где мы? Окей. Это у нас статус-код name string, да, то есть мы можем проверить, что у нас в нашем статус-коде, напомню, есть определенная какая-то информация дополнительно написана, например, там 404 not found. Соответственно, мы можем проверить, что там находится в этой записи. Хорошо. Давайте дальше. Что мы здесь делаем? А здесь мы просто... Смотрите, мы с вами использовали формат записи JSON, напомню, да? Соответственно, этот ответ поможет нам получить, скажем так, конвертировать именно XML-ку в JSON формат. Угу. Хорошо, давайте дальше. Это, наверное, наш последний. А наш последний говорит нам о проверке схемы. Соответственно, что здесь происходит? Мы можем проверить, что ответ, который мы получили, соответствует определенной схеме. Мы должны, во-первых, создать саму схему здесь. Схема должна выглядеть приблизительно так, как она выглядит, да? Так, что мы здесь дальше делаем? Давайте сразу смотреть. Мы создаем две переменные. В этой переменной data1 у нас находится с вами массив из значений true и false. В переменной data2 у нас находится массив из значений true и 1, 2, 3. Запомнили. Дальше мы выполняем непосредственно сам тест. Его название и функция. По сути, обе функции у нас проводят некую инспекцию, да, но они обращаются к двум разным массивам, и в этих массивах они проверяют, соответствуют ли эти массивы
той схеме, которую мы задали, и проверяют ее на истинность. Сама эта функция взята из плагина TV4, и чтобы непосредственно разобраться с ним, вам стоит познакомиться с документацией непосредственного плагина. Мы не будем это подробно разбирать. Работа с плагинами для Postman, я думаю, что это прямо отдельная тема. Но общее понимание, то есть здесь есть схема, которую вы задаете, есть аргументы, которые вы передаете, и дальше происходит проверка на то, что ответ, который вы получили, соответствует той схеме, которую вы задали. Зачем это нужно? Например, вы определили определенную схему, да, задали ее, вы знаете, что вы ожидаете какой-то ключ значения, в значении вы ожидаете строку, там, булевое значение или что-то еще, и задали. Если вдруг впоследствии что-то изменится, какая-то строчка уедет, структура нарушится, выполняя проверку, вы просто сразу будете знать, что что-то не так, и вообще пойдете туда разбираться. Иначе вам можно даже и не лезть туда, чтобы лишний раз не заморачиваться. Вот что касается заготовленных сниппетов. Что еще хочется сказать по поводу непосредственно проверок. Проверки, так же как и другие скрипты, могут писаться на локальном уровне, на уровне папки или на уровне коллекции. Чтобы писать проверки, вам стоит подучить язык JavaScript, причем синтаксис здесь еще допускается довольно старый, довольно простой, то есть вам не нужны сильные глубокие знания в JavaScript, есть несколько уроков в бесплатном доступе, очень подробных, очень доступных, которых вам более чем достаточно для работы с Postman. Что вам нужно знать из JavaScript? Во-первых, работа с переменными, то есть как объявляется переменная, как она может там называться, как работать непосредственно с переменной. Вам нужно знать циклы, вам нужно знать условные операторы, и, скорее всего, область видимости тоже нужно будет подучить. В принципе, все. То есть этого достаточно для всего, что можно вообще придумать в плане проверок. Но что хочу сказать. Так как вы смотрите видеокурс, в видеокурсе на этом уроке, я думаю, что мы закончим разбирать теоретическую часть, потому что, в принципе, мы разобрали все, что касается запросов, коллекций, скриптов, переменных, хедеров, авторизации, параметров. В принципе, все, что относится к тестированию API и работе с Postman, мы разобрали. Дальше дополнительно я буду выкладывать готовые кейсы с проверками, которые можно сделать. То есть, прям вот, если вы хотите проверить, например, в ответе содержится объект, в объекте массив, этих массивов много, значений много, как их перебрать и проверить, что там действительно то значение, которое вам нужно. То есть подобного рода кейсы я буду дополнительно публиковать, они будут расширяться, поэтому не стесняйтесь смотреть, пересматривать курс, потому что, со временем здесь будет появляться еще больше и больше и больше готовых решений, а у вас появится такая прям палочка-выручалочка, которой вы сможете воспользоваться в нужный момент, открыть, посмотреть, почитать, разобрать и применять на практике. На этом я заканчиваю. Большое спасибо за внимание и за то, что досмотрели до конца. В этом видео давайте разберем с вами пример того, как можно создавать автоматизированные тесты. Чтобы это сделать, я предлагаю посмотреть посмотреть на те API, которые уже есть в Postman внутри, и давайте выберем с вами API, посвященный COVID-19, добавим его к нам в коллекцию. Что у нас есть в этом API? Здесь есть два запроса, насколько я понимаю. Первый запрос General Stats, давайте его запустим. Этот запрос возвращает нам информацию о количестве заболевших, выздоровевших и так далее. Хорошо, окей. А второй запрос? Второй запрос уже поинтереснее лично нам, потому что в первом запросе нам особо нечего проверять. Это конкретный запрос, конкретный ответ. Во втором запросе есть определенные параметры, которые здесь уже заложены, и с ними мы можем делать какие-то тесты, уже проверять, что мы можем отправлять, что мы можем получать. Давайте посмотрим на ответ, который нам приходит, если мы не отправляем никаких параметров.
Что здесь есть? Мы получаем JSON. Окей, есть дата. Это основной, да, основной параметр дата. Внутри ключа дата есть объект. В этом объекте есть значение pagination meta. Угу. Здесь у нас, получается, прописано, какая сейчас страница, да, сколько выводить на страницу значений, общее количество страниц, общее количество значений. Хорошо, что дальше у нас идет на этом уровне? У нас последнее обновление. Угу. И дальше у нас идут уже непосредственно строки со странами и значениями, которые есть у них. Мир, да, и дальше по странам. Угу. Так, ну, судя по всему, у нас сейчас выводится 10 значений, как здесь и прописано, и все. Окей, значит, здесь мы с вами можем уже сделать какое-то тестирование. Давайте посмотрим по параметрам, пройдемся. Так, лимит. Что есть лимит? Ага, окей. Лимит — это количество вводимых значений на страницу, да? Хорошо, пускай будет так. Уберем с вами лимит. Page. Ну, page, судя по всему, это страница, которую мы видим, да? Да, это страница. Угу. Так, поиск. Забито какое-то значение KE. Что это есть такое? KE. Так, ну я вижу, KE у нас есть в аббревиатуре страны и есть в названии страны, да, и не совсем понятно, к чему это конкретно относится. Давайте попробуем значение rus. Рус, да. В аббревиатуре этого уже нету нигде, да, но есть рус у нас именно в названии страны. Судя по всему, этот параметр проверяет вхождение именно в название страны. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Здесь у нас забито... Так, это, судя у нас по всему, сортировка по значению total cases. Давайте посмотрим. Так, да, 4 миллиона, 1 миллион, 270 тысяч, 240 тысяч, 220 тысяч. Пошло на убывание, да? Обычно, когда создают более-менее адекватные API в таких вот параметрах, скажем так, неочевидных, да, если сделать какой-то некорректный запрос, он нам расскажет, да, как и есть, он нам рассказывает, какие возможные значения здесь вообще могут быть. И мы можем делать сортировку, получается, по общему количеству случаев, да, по новым, по количеству выздоровевших и так далее. Хорошо, давайте тогда оставим эту сортировку. Пускай она у нас будет. А вот это значение, это у нас, судя по всему... Так, покажите. Так, ну, судя по названию, да, то есть, когда мы проставляем это значение, у нас идет обратный порядок в сортировке. Да, то есть здесь идет от меньшего к большему. Хорошо. Что мы можем здесь протестировать автоматизированно? Я думаю, что мы можем, например, разобрать количество страниц. Да. Давайте с вами так и сделаем. Окей. Смотрите, что я хочу сделать. Мы с вами отправляем запрос страница первая и получаем ответ с первой страницы. Отправляем запрос вторая страница, получаем информацию со второй страницы, да? Мы с вами можем сделать следующее. Мы с вами можем сделать скрипт, по которому мы автоматически одним запросом, ну точнее сделаем коллекцию, запустим раннер несколько итераций, который автоматически у нас сюда подставит страницу, которую мы запрашиваем, и в это же время он автоматически проверит, что страница, которую мы запросили, соответствует странице, которую мы получили. Вот такой тест мы с вами сейчас сделаем.
Окей, что для этого нужно сделать? Во-первых, мы сюда прописываем переменную. У нас будет переменная page. Она сейчас у нас отображается красным, потому что у нас нигде не прописана эта переменная, и у нас нету для нее значений. Но это не страшно. Хорошо. Чтобы нам сюда подставить различные значения, мы должны создать файлик CSV, в котором эти значения мы пропишем. Это можно сделать в Google документе. Да, я создал табличку, то есть это обычная Google табличка. Можно то же самое сделать, в принципе, и в обычном Excel. В этой табличке в первую строчку мы вписываем переменную, которую используем, по которой будем обращаться. А со следующей строки мы вписываем значения, которые мы будем подставлять. У нас там, если я правильно помню, 22 странички, поэтому я думаю, давайте сделаем следующее. Возьмем 22, давайте 23 значения. Ну, наверное, все-таки... Ну да, пускай будет 23 значения. И сохраним этот файл в формате CSV. Файл скачать в CSV файл. Давайте теперь запустим наш раннер. Так. Раннер запускается. Хорошо. Так, мы выбираем коллекцию, которая нас интересует, и оставляем запрос, который нам интересен. Окружение сейчас можем, в принципе, не трогать, мы его не используем. Добавляем файл. Угу. Мы добавили файл, в котором было 23 значения, и смотрите, он автоматически посчитал количество итераций, которые нужно сделать. Очень удобно на самом деле. Далее можем запустить сам раннер, и проверки пошли. Пока проверки идут, мы с вами можем уже, в принципе, посмотреть, что... Точнее, не проверки, а запросы. Мы еще проверки не писали. Что... у нас отправляется запрос с URL, в котором подставлено page 1, да, page 2 и так далее. Можно здесь быстренько пройтись по итерациям, например, открыть 19, увидеть, что здесь 19. Ну, конечно, таким способом, если проверять, то сложно назвать это автоматизированным тестированием полноценным. Давайте с вами пропишем проверку, по которой будем проверять все это дело. Так, чтобы прописать проверку, откроем вкладку Tests. Что мы можем сделать? Есть функция уже в постмане внутри, то есть мы обращаемся к постману и к методу тест. Далее мы прописываем с вами название для нашего теста. Например, название у нас будет, что page эквивалентен чему? Ну, пускай будет так. Далее, после названия мы с вами... Так, секунду, какой у меня язык? Язык у меня английский, значит, я могу использовать это. Далее, мы с вами описываем функцию, в которой будем непосредственно прописывать ту самую проверку, которую мы делаем. JavaScript никто не отменял. Да. Создаем переменную. Я еще предпочитаю использовать довольно старую версию ECMAScript, поэтому давайте так. Переменную, в которую мы с вами будем забирать, точнее как, не то что забирать, а переменную, в которую мы с вами будем парсить JSON. Опять же, обращаемся к... Точнее, не парсить, а распаршивать, так что ли лучше сказать. Обращаемся к постману. Метод response. JSON. Окей. Давайте следующей переменной создадим переменную, в которую будем помещать значение, точнее, текущее значение, которое подставляется у нас в переменную page. Пускай это будет у нас page, так, как мы ее назовем, page
actual. Например, так. И туда мы с вами будем забирать переменную. Теперь, так, сразу скажу, в Postman есть несколько уровней переменных. Глобальные переменные, переменные коллекции, переменное окружение. В нашем случае это будет просто variable. Стоп, неправильно написал. Так, дальше используем метод get, чтобы забрать то, что там есть, и обращаемся непосредственно к нашей переменной, которую мы там используем. Дальше пишем непосредственно, как это правильно назвать, экспектируем то, что хотим. Используем метод expect. Далее мы обращаемся к той странице, то есть мы с вами сейчас, что мы делаем? Мы обращаемся к ответу, который получили от сервера, вот здесь. И этот JSON превращаем, ну, в тот формат, который нам нужен, да, то есть забираем его к нам. Далее мы обращаемся к нашей переменной, в которую мы забрали наш ответ. В этой переменной мы обращаемся уже к data, да, то есть смотрим по иерархии. Далее обращаемся к pagination meta. Можно сделать, наверное, вот таким способом. Далее через точку обращаемся к current page. Ой, не сохранил. Хорошо. А теперь нам нужно с чем-то все это дело сравнить. Чтобы с чем-то это сравнить, прописываем to equal. И далее, с чем будем это сравнивать? А сравнивать будем мы с вами с актуальной страницей, которая есть на данный момент у нас в проверке. Вот, в принципе, и весь наш тест. Давайте сохраним. Обратимся снова к раннеру. И снова сделаем нашу проверку. Оставляем country stats. Загружаем наш файл. И делаем run. Так, что-то пошло не так. Сейчас посмотрим, что. Давайте посмотрим на нашу функцию. Ну, да, variables пишется немножко все-таки не так. Variables. Окей, сохраняем, обращаемся снова к раннеру и давайте повторим наше действие. Супер, совсем другая история, да? У нас везде проходят проверки наши, да, то есть у нас есть информация о том, что мы обратились по тому URL, по которому хотели, получили ответ 200, здесь все окей, прошло, и дальше у нас идет зеленый такой квадратик, который говорит о том, что наш тест тоже прошел. И как вы видите, все полностью прошло до последней итерации, там где 23-я у нас итерация, мы с вами там пробовали подставить значение 23, которого просто нет, получили вполне себе логичную ошибку. Вот таким образом вы можете в своих тестах, во-первых, подставлять в параметры разные значения в одном запросе и, более того, проверять это значение на соответствующий ответ. Если вам интересно продолжать изучать различные варианты автоматизированных тестов, то, я думаю, есть смысл подписаться на мой канал. Я еще запишу подобные видео и постараюсь рассказать о других методах проверок. Поэтому подписывайтесь на канал и смотрите другие видео. На этом спасибо и пока-пока.